Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Что ждет в ближайшее время? Что или кто идет в вашу жизнь? И ориентир декабрь 2025. Хотя за счет ретро-урана, скорее всего, это будет та история, которая, ну, как минимум, продолжится до конца января. Но все же, декабрь. Какие события, какие люди идут в вашу жизнь? Давайте с вами узнаем. И о событиях нам расскажут карты старинного цыганского пасьянса. Без философии, без психологии. Они нам именно события показывают наглядно. Ну, конечно, будем реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, а вы люди очень интуитивные, мудрые люди, и какие-то подсказки все-таки вы получите. Вот переложите то, что нам покажут карты, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. И как это может соотноситься с теми событиями, которые придут на ваш порог. Итак, как события на пороге, давайте узнавать для вашего знака зодиака. Вот смотрите, куда-то закрытый путь. Это может быть и конкретное какое-то дело, которое вы довели до ума. Да, вот есть такая фраза в русском языке. Ой, и вы уже точно знаете, что вот куда-то в другое место вы не пойдете. Или как направление, которое вы в виде деятельности, например, выбираете. Или вот, ну, что-то вы не захотите продолжать. Вы знаете, тут это может быть связано с получением какой-то неожиданной информации, колокол. То, что для вас, ну, есть элемент неожиданности, правда? Как вот скоро и неожиданно мы говорим. Может быть, вот это как извещение, или пусть это даже то, что мы слышим в средствах массовой информации. Ну, как будто вы что-то переиграете. Или вот, как мы говорим, закрытый путь, куда-то вы не пойдете. Нет смысла, да? Или довели до ума, вот это я продолжаю, а этот у меня уже вопрос закрытый, как бы с этим. И я могу в этом, ну, где-то быть спокоен. Может быть и так. Но почему я так стала говорить? Я уже вижу, что у нас якорь. Якорь – это чувство уверенности, это чувство надежности. Это относится как и к людям надежным. Это относится и как к роду занятий, роду деятельности вообще. Не все так однозначно. Может быть, конечно, такая ситуация, не было бы счастья, но несчастье помогло. Вот для кого-то из вас это имеет значение, потому что у вас выпадает корабль, это исполнение желания. Вот какое-то желание у вас исполняется. И это вам добавляет и уверенности, может быть, и ясности. И тут действительно вы можете завершить как какой-то жизненный этап, ведь это об этом тоже может свидетельствовать вот значение. Но, тем не менее, есть и неожиданное какое-то известие, которое для вас будет означать, ну, какое-то значимое событие. Или пусть это даже новость какая-то, не вы ее инициировали, но вам придется это учитывать или принимать внимание, принимать в расчет. Для кого-то из вас неожиданные известия по части личной жизни, может быть и так. Но давайте посмотрим до конца. Вы все же переживаете. Вот череп – это не есть какая-то конкретика, но все-таки это то, что вот, может быть, и покоя не дает, или переживание в отношении, ну, какого-то человека. Цыганка, да, может быть, поэтому называется и цыганский расклад, хотя прописано значение «лицо». Имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Может быть, это новый знакомый или какое-то новое контактное лицо. И непонятно, что от него ожидать. Может быть и так. Или какие-то инстанции, официальные лица, с которыми вам придется контактировать. На всякий случай будьте осторожны, будьте готовы к неожиданностям. Но для вас это добрые перемены.
Ну, вот такой неоднозначный декабрь. Есть чему и порадоваться, но есть и что следует обдумать. Не все так однозначно, правда. Не все однозначно, мои дорогие. По части особенно новых людей в вашей жизни. Ну, вот вы люди интуитивные, слушайте подсказки собственной интуиции. Тут самое главное, знаете, как не быть в собственных предубеждениях, да? Вот мы представляем одно дело определенным образом, или человек нам, допустим, что-то транслирует, нам это приятно слышать. И мы думаем, о, это та персона, которая, ну, может стать другом, например, подругой, да? А у вас маска еще выпадает. С одной стороны, мы можем, кстати, для кого-то это проиграется, и дай бог, чтобы для всех как будто закрытый путь вот к каким-то таким персонам скользким, мутным, непонятным. Говорят одно, думают другое. Может об этом свидетельствовать, а может быть, мои дорогие, это вы как раз хотите избавиться от подобных персон. И будете рассматривать каждого человека и вблизи, и вдали, и в бинокль, и в микроскоп, чтобы понять, чем дышит человек, что от него, в принципе, можно ожидать. Для вас, наверное, все же будут иметь основополагающее значение люди надежные, потому что вот это значение колокола, да, тут вы сами можете что-то переиграть, вы можете узнать какую-то тайну, когда вы закроете путь чему-либо или кому-либо. Ну, наверное, у каждого по-своему. Но что бы ни происходило, вот знаете, судьбоносен будет декабрь тем, что он ведет вас так или иначе к добрым переменам. Вот так. Хотя сказать, что все так, знаете, как-то ровно, гладко, можно расслабиться. Нет, я такого сказать не могу, но все же очень много таких значений, которые, знаете, открывают перед вами новые пути. Но вот как мы еще пойдем, с кем мы будем контактировать, вот вам придется анализировать. Может быть, вы где-то это и чувствуете уже. Какие-то новые вехи в вашей жизни уже сейчас как, ну, вырисовываются в виде направления. Еще наверняка что-то непонятно, еще вот что-то зыбко, да, но тем не менее исполнение желаний будет. То есть вы что-то действительно доводите до ума, и это само по себе здорово. Но мы живем в эпоху перемен, поэтому к неожиданностям в принципе нужно быть готовым. И пока я с вами говорила, в нашем пасьянсе мы можем сложить карты значения в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И вот я все просмотрела, я не вижу больше совпадений. Поэтому давайте перейдем к колоде Таро. Это у нас ангелов-хранителей колода. И узнаем, с чем или с кем будут связаны события будущего, события до конца декабря. С кем или с чем? Что это? Все то, что я только что сказала. Ведь это карта искаженного восприятия. Всегда это нам кажется, как будто мы вот так вот отрезаны словно от мира. Или немного сами по себе. Но, может быть, это вы какой-то период до этого выстроили вот такой невидимый забор, потому что хотели себя как будто, ну, обезопасить от разного рода приключений, неожиданных людей или вмешательства в вашу жизнь или какого-то воздействия. Но мы несколько подзастряли, нам говорит эта карта. И знаете, как нужно посмотреть на какую-то ситуацию вам будет. Может быть, это в связи с какой-то новостью, как глазами свободного арбитра, вот конкретно так. Потому что здесь конкретно прописана как будто неуверенность в плане «я не чувствую безопасности в каком-то вопросе». Есть какая-то путаница. И вот карта и советует посмотреть на какую-то ситуацию глазами свободного арбитра, то есть беспристрастно, как будто со стороны. Вам нужно либо на кого-то, либо на что-то посмотреть. А что это? Ага. Да тут прям много сразу чего. Это карта вашей силы, это у вас сильная позиция. Но не все так однозначно может быть в обстоятельствах вас окружающих, в контактах с людьми. Но, видимо, самое время свою собственную силу для себя самого или самой сохранить. Да, дипломатом быть придется, потому что это карта дипломатии в первую очередь. Почему? А потому что договариваться придется с разного рода людьми. И мы еще пока не знаем, даже исходя из карт пасьянса, что от кого ожидать.
Возможно, это вы такую переоценку ценностей, как период проходите и в отношении и персон, и в отношении рода занятий или, ну вот, может быть, и обучения какого-то, или то, что для вас интересно, что вы намерены развивать и продолжать. Но тогда тут все равно вот неоднозначно. Будут какие-то контакты с теми людьми, мы их не можем исключить, от которых, знаете, не надо ждать чудес. Поэтому, с одной стороны, себя словно и не выдать, с учетом вот этой карты, да, если мы говорим состояние, когда я не чувствую себя в безопасности, значит, есть какая-то вибрация, когда, ну, рано успокаивается, прямо скажем. Но, может быть, проходя даже через какие-то препоны, преграды или через сложные этапы нашей жизни, в конечном итоге мы обретаем эту силу. Она нам не дается. Мы именно это где-то нарабатываем. Я должна сказать, что карта силы – это карта критического мышления. И в целом правильного взаимодействия с миром, окружающими. Но это и карта вашей силы, потому что приток жизненных сил. Это оптимизм, это более позитивное отношение к жизни. Но как будто и собственного льва нужно причесать в самом себе, ведь лев – прообраз нашего эго. И мы тут можем быть с чем-то несогласными, но а реальность, она какая-то другая. Может быть, она и не вписывается, а еще такой у нас период предстоит, когда не все укладывается в рамки наших представлений, понимания. Или вообще в какие-то рамки. Мы говорим, ни в какие ворота не лезет. Вот что-то такое у вас ни в какие ворота и не лезет, вроде как, да? Ну, фраза речи, не более того. И вот вам все равно вот с тем, что есть, нужно как-то правильно отстроить. Либо взаимоотношения, либо какую-то как новую стезю, новое направление, может быть. Давайте еще достанем карту. Определенно есть то, что подходит к финалу. Вот закрытый путь. Может быть, это как предыдущий период жизни. И правда, для вас к концу 2025 года это планетарные транзиты так складываются. Отчасти на вас влияет Сатурн. Извините, Сатурн тоже будет влиять, но чуть-чуть позже. Но тут влияет на вас скорее Юпитер, который находится в знаке зодиака Рака. И тут для всех знаков стихии воды более благополучное время. И если Юпитер в знаке Рак, вы, как и Рак, вот именно стихии воды принадлежит ваш знак зодиака. И если поначалу, хотя этот транзит, он уже состоялся, он с середины года, с лета, находится уже именно в знаке зодиака Рак Юпитер, но в течение лета и осени складывались сложные планетарные транзиты, когда для вас был очень сложный период. Но вот теперь к концу года и первое полугодие 2026 года – это более сильные позиции. И одновременно другой планетарный транзит, который это как ретро-уран или просто уран в Тельце. Ну, на данный период декабря это пока ретро, это именно мы что-то переделываем, пересматриваем, передумываем, реорганизовываем, может быть, и переписываем, какие-то контракты перезаключаем, соглашения. Вот нам дается этот период, хоть и уран в Тельце. Вы тоже можете спросить, а какое это отношение имеет ко мне? Так вот, ретро-уран, он как будто вернулся в Телец для того, чтобы дать возможность отстроить что-то более правильно, более позитивно, знаком зодиака, стихии, земли и воды в целом, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Знаковый период, судьбоносный период. И 13-й аркан в этой колоде ангелов-хранителей просто называется Дашар Андары. Отпускай. Но мы знаем, что завершение, трансформация. И либерта – это освобождение, это сама по себе свобода. Сам ангел держит на руке птицу Феникс. Вот какой-то неизбежно жизненный этап заканчивается. Время делать выводы и строить планы. Время себе доверять, мои дорогие. Время вашей силы, это правда. Так что уже ждет два старших аркана очень знаковые. А вот что ждет, смотрите, удивительный расклад. Может быть, и совершенно и необходимо выйти из собственных предубеждений, потому что
плоскость реальности, она как-то тоже меняется. Меняются события, может быть, какие-то структуры, порядки, графики, мои дорогие. Тут все что угодно может меняться. Колесо фортуны. Сама по себе фортуна, мои дорогие, прогресс, но и переменная. Вот об этом нам говорит карта. И словно 10 ангелочков, когда эта карта выпадает, фортуна на вашей стороне. Правда, у кого-то, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, то есть это та, может быть, даже новость, которая поначалу нас ставит в тупик. Но если мы так немножечко подумаем, поразмышляем, мы поймем, что это ведет к каким-то новым возможностям. Что ждет? Это какие-то ваши достижения, это какая-то ваша мечта, которая, она теперь более реально осуществима. Но тут, видимо, это тоже нужно передумать, потому что, с одной стороны, и не замечтаться, но и не добавить в свою жизнь каких-то сомнений, что нет, вот раньше это пошло или не пошло, или было как-то там не так, и вот теперь тоже не получится. Все-таки карта ностальгии, и карта о том говорит, что тут нужно что-то в дела перекладывать. Тут не совсем, ну, где-то, знаете, о мечтаниях карта. И карта будет говорить, с другой стороны, очень добрая карта, что у вас будут контакты, в вашей жизни будет как минимум один человек, который вас поддерживает, кто вас любит, просто потому что вы есть, мои дорогие. Что ждет? Ну, радость какая-то ждет, причем эмоциональная. Туз кубков, посмотрите, какой у вас расклад. Это реализация вашего плана какого-то. Безусловно, слушай интуицию. Но тут как будто ангел за вашими плечами, за вашей спиной. Да, интуиция помогает. А если мы так поразмышляем, интуиция – это не что иное, как тандем интеллекта, как высший разум. Не сознания нет, именно интеллект и пережитый опыт. Вот когда мы одно и второе складываем, пережитый опыт, когда уже не болит, когда уже все отгорело, отболело, и мы не пропускаем заново даже какую-то сложную ситуацию через эмоции. Мы сделали выводы и идем дальше. Но и с другой стороны, интеллект, вот который в виде интуиции, то, что пока еще не материально, но на уровне ваших чувств, ощущений. Это может быть и должно быть продолжено, но радость будет. И мне очень хочется достать карту совет вам на декабрь. Но выбор будет, вот и говорят. Двойка воздуха. Я иногда карту эту называю, знаете, как внутренний сложный выбор. И, в принципе, прописана путаница какая-то, да, у вас тут тоже мы говорили о том, что путаница должна быть устранена. Может быть, это такой своеобразный, ага, вот, конфузионы. Это и есть какое-то двойственное положение или двойственная ситуация. Вроде выбор нужно делать, да? И карта нам говорит, ты направо и налево не пойдешь. Тебе нужно что-то выбрать сейчас одно. Может быть, это не такой простой выбор. У кого-то в личной жизни, у кого-то по части достижений. Тут и достижения идут тоже. И то, что должно быть продолжено, оно, ну, как ваш прогресс, и я должна сказать, ретро-уран, ну и в целом уран. Мы часто связываем эту планету как та, которая ломает нашу жизнь. Поверьте, да, иногда бывают такие очень сложные периоды, когда у нас происходят, ну, какие-то важные вехи в жизни, ломка идет, да, вот буквально мы это так ощущаем, а по сути дела ломает наше восприятие уран. Но он никогда не сломает то, что будет для вас служить прогрессом. Вот вам как будто определиться с прогрессом, нам ведь по сути-то дела каждая карта об этом говорит. И это для вас как выбор правильного направления. Ну и где-то карты пасьянса, согласитесь, нам тоже сказали о добрых переменах. Но это не происходит само по себе. Это определяете вы, мои дорогие. Но исполнение желаний, оно присутствует. Может быть, некоторым людям, да, ну, не суждено остаться в вашей жизни на еще долгий срок. А некоторые просто придут и пробудут там какое-то короткое время. Все-таки вот это значение лица. Ну, значит, такова жизнь.
Но мы идем вперед. Вы не одни, вас кто-то любит, это точно. И значит, что-то доброе, светлое, такое эмоционально теплое, верное, надежное, оно присутствует в вашей жизни. Но есть еще и достижения. Об этом нам тоже сказали карты. Вот все суммируя, это и будет добрые перемены. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. А я благодарю за ваши искренние комментарии, за вашу душевность. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, я оставлю ссылки в описании под видео для перехода к моему сайту, к статьям сайта. Вы там найдете статьи по психологии и гороскопы. А я вас люблю искренне. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.